Дорогие пациенты, добрый день. Меня зовут Короткова Ангелина Сергеевна, я лор-врач, вены-хирург. И сегодня хочу поднять такую тему, как сезон простуд, с которыми все мы с вами сталкиваемся по осенней паре. За окном холодает, каждый из нас начинает вспоминать на своем опыте, что такое различного рода фарингиты, ларингиты, боли в горле, простуды. И очень часто сопутствующий симптом этих заболеваний является кашель. Затяжной кашель является частым следствием простудных заболеваний, и провоцируется он различными факторами. И местным воспалением слизистой оболочки, носоглотки, полости рта, различных отделов гортани, ниже лежачих дыхательных путей. Также таким явлением, как постназальный затек, то есть частое стекание слизи из носоглотки в горло. И, естественно, первым звеном на остановке этого заболевания является грамотно назначенная базисная терапия в виде противовоспалительных средств, промываний полости носа, различных спреев, леденцов для рассасывания и тому подобное. Но сегодня об этом мы с вами говорить не будем. Сегодня я хотела бы с вами поделиться некоторыми секретами здоровья, которыми пользовались еще наши с вами бабушки и дедушки. Это различные средства народной медицины, которые крайне желательно сочетать вместе с традиционным назначением врача при простуде. Я вам расскажу про несколько рецептов напитков, которые довольно просто приготовить. Это не занимает много времени. Все доступные ингредиенты продаются в аптеках и в магазинах, а ваше лечение будет немножко слаще, немножко вкуснее и гораздо более приятно, чем просто в виде глотания таблеток. Первый рецепт, про который я вам хочу рассказать, это чай на основе свежего корня имбиря. Имбирь с древности известен своими иммунологическими свойствами. Он способствует повышению иммунитета, антисептическим и местным антибактериальным воздействием. Но просто грызть свежий корень имбиря не так уж и вкусно. Я думаю, вы со мной в этом согласитесь. Имбирь обладает таким важным свойством, как способность расслаблять мышечный слой верхних дыхательных путей. Таким образом, он на местном органном уровне тормозит развитие кашлевого рефлекса. А сейчас я перейду к самому рецепту этого напитка. Вам необходимо взять 3 кусочка имбиря, примерно по 2,5 см, маленьких, небольших, залить их 4 стаканами крутого кипятка, добавить туда 1 нарезанный дольками лимон вместе с цедрой, это обязательно. И все это настаивается в течение 1 часа. Затем напиток остужается, процеживается, и уже в остуженном виде туда добавляется 2-3 ложки меда. Хочу напомнить, что в горячий напиток, в кипяток, мед добавлять нельзя, это неправильно, поскольку полезные свойства меда разрушаются под воздействием горячих температур. Напиток стоит еще 20-30 минут, и затем он уже готов к употреблению. Можно его давать как детям, так и взрослым. Детям желательно с 3-4-летнего возраста, не раньше, дабы не вызвать аллергические реакции на фоне приема цитрусов. Наверняка многие из вас слышали о таком растении, как солодка. А кому-то даже в детстве покупали в аптеках такой сладковатый со специфическим привкусом сироп, который неплохо помогает от кашля. Но сироп все же обладает такими весьма специфическими органолептическими особенностями, не всем он по вкусу, поэтому я вам предлагаю в домашних условиях сделать отвар из корня этого растения. Чем же так полезна солодка? Солодка содержит вещество, которое называется глицеаризин. Он обладает стимуляцией активности ресничного эпителия верхних дыхательных путей. Напомню вам, что верхние дыхательные пути, их слизистые, высланы специальными маленькими ресничками, которые колеблются и тем самым задерживают различные бактерии, вирусы, патогенную слизь и все прочее, что мешает нормальному функционированию верхних дыхательных путей и полноценному дыханию.
Таким образом, глицеризин стимулирует работу нуклеоцеллярного клиренса и способствует предотвращению попадания инфекции в нижележащий отдел. Также он повышает секрецию слизистых, хорошо работает как муколитик, то есть разжижает слизь, которая образуется при воспалении в верхних дыхательных путях, способствует отхаркиванию слизи и обладает хорошей местной противовоспалительной функцией. Как правильно готовить корень солодки? Можно приобрести в аптеке. Вы берете 10 грамм сухого вещества измельченного корня солодки, завариваете его 1 стаканом крутого кипятка и оставляете настаиваться либо в чайнике, либо, что еще лучше, в термосе на протяжении 20-30 минут. Затем уже в остуженном виде этот напиток можно употреблять в объеме 2-3 столовых ложек, либо разбавив до объема 1 стакана теплой или прохладной кипяченой водой. Как в концентрированном виде, так и в разбавленном виде корень солодки хорошо подавляет как продуктивный влажный, так и непродуктивный сухой кашель. Еще одним очень хорошим средством при затяжном кашле являются отвары и настои на основе цветков липы. Это растение для сохранения своих лечебных свойств собирается в определенное время года, когда бутончики липы только-только распустились. При сборе урожая тоже имеются определенные особенности. Липа должна собираться только в сухом виде, то есть если листочки и бутончики находятся после дождя, свои лечебные свойства они, к сожалению, теряют или значительно снижают их активность. Но такими мероприятиями, как сбор липы, наверное, мы с вами заниматься не будем, а все-таки приобретем в аптеке или в интернет-магазине уже готовый сухой состав. А теперь вопрос, да, что же с ним делать? Я предлагаю приготовить довольно простой напиток, который вас и приятно согреет, и поднимет настроение за счет своего приятного вкуса, ну и, конечно же, облегчит местные симптомы при кашле. Для начала пару слов о том, какие полезные свойства имеют цветки липы. Липа содержит огромное количество полезных микроэлементов. Это и железо, это и калий, магний, витамины А и С, а также в большом количестве эфирные масла, которые помогают смягчить слизистые и снять местную воспалительную реакцию. Также липа обладает хорошим муколитическим эффектом, секреторным эффектом, противовоспалительным и даже хорошо работает как местный антисептик на слизистых. Теперь, собственно, сам рецепт. Для приготовления напитка нам с вами понадобится примерно 3 столовые ложки сухого липового цвета, свежая малина. Если нет свежей, можно использовать замороженную или даже всеми любимое малиновое варенье. Малины понадобится примерно 100-150 грамм в сухом виде. Затем 4-5 стаканов крутого кипятка и по вкусу мед. Я бы рекомендовала в объеме 2 или 3 столовых ложек. Липу мы заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и 15 минут готовим на водяной бане отвар. Затем добавляем туда малину. Помимо ягод еще очень хорошо использовать сушеный малиновый лист. Заливаем всю эту смесь. Она у нас настаивается еще примерно 15-20 минут. Затем остужаем, процеживаем и уже теплый раствор мы добавляем 2-3 столовых ложек меда. Тщательно все это перемешиваем. Еще даем настояться минут 15-20. И затем полученный раствор мы также можем либо в неразбавленном виде в объеме 2-3 столовых ложек употреблять внутрь, либо довести до объема 1 чашки или 1 стакана воды и выпивать утром и на ночь 2 раза в день
такой дозировки вполне хватит для того, чтобы помочь справиться с таким неприятным последствием ОРВИ и таким неприятным последствием осенней поры, как затяжной кашель. Будьте здоровы, надеюсь, мои рецепты вам пригодятся.